Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Смотри и Знай. А знали ли вы, что горький продукт, такой как горчица, очень полезен для нашего здоровья? Она может стать решением многих проблем, таких как облегчение мышечной боли или, например, облегчение дерматита. Учеными было доказано, что листья и семена горчицы помогают улучшению работы сердца. Также наверняка все слышали о пользе горчицы для волос и кожи. А теперь давайте разбираться, для чего же действительно будет полезна горчица. Что же это за горький продукт такой? Сама по себе горчица является овощем, впервые выращивалась в Европе, а также имела огромную популярность у древних римлян и греков. На сегодняшний день горчицу выращивают по всему миру. Различают несколько сортов этого овоща. Среди них белая, черная и коричневая горчица пользуются наиболей популярностью по сравнению с другими своими видами. Белая горчица, или иногда ее называют желтой, обладает более мягким вкусом и в основном применяется для изготовления приправы. Черная славится своим стойким ароматом и ядреным вкусом. Коричневая горчица имеет острый привкус, поэтому из нее готовят дижонскую горчицу. Это растение содержит целый спектр полезных компонентов. Согласно исследованиям, семена горчицы богаты кальцием, магнием и фосфором. Зеленые части и листья являются источником витаминов А и С, а также фолиевой кислоты. Из семян горчицы делают горчичное масло. Оно очень полезно для правильной работы сердца, так как содержит жирные кислоты омега-3. Все части растения, а также и получаемые из него продукты принесут пользу нашему организму. Давайте подробнее рассмотрим, для чего она может быть полезна. Первое. Снимает симптомы псориаза. Псориаз – это хроническое заболевание, которое оказывает негативное воздействие на кожу. Крошечные семена горчицы способны противостоять этой болезни. Проведенные исследования доказали, что употребление этих семян стимулирует активность ферментов, которые борются с псориазом. Также их можно употреблять в качестве противовоспалительного средства, что будет хорошей профилактикой для устранения признаков заболевания. Второе. Лечение контактного дерматита. Появление зудящей сыпи на коже также можно предотвратить с помощью горчицы. Эксперименты, проведенные на животных, показали, что употребление семян горчицы оказывают положительное воздействие на симптомы появления контактного дерматита, а также способствует заживлению пораженных участков тела. Третье. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Семена горчицы являются богатым источником антиоксидантов и других важных растительных соединений, которые помогают организму противостоять заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также снизить риск ишемической болезни сердца. Горчичное масло оказывает более положительный эффект на работу сердца, чем другие масла, используемые в кулинарии. Исследователями было установлено, что у пациентов с подозрением на сердечный приступ, которые употребляли горчичное масло в умеренных количествах, сокращалась частота аритмии и наблюдалось снижение болей в области груди. Такие свойства горчичного масла, скорее всего, связаны с присутствием омега-3 жирных кислот. Это открытие является многообещающим для будущих исследований, изучающих семена горчицы и их сердечно-сосудистые последствия. Четвертое. Избавление от респираторных заболеваний. Люди давно знали о целебных свойствах горчицы и поэтому активно пользовались ими. Горчица считается отличным противоотечным и отхаркивающим средством. В течение долгого времени домашние методы включали в себя использование семян горчицы для лечения заболеваний носоглотки. Также, если молотые семена растения добавить в средства для замачивания ног, то это поможет вам облегчить застой в дыхательных путях. Некоторые специалисты советуют применять настой из семян горчицы при хроническом бронхите. Во время приступа астмы попробуйте массировать смесь камфоры и горчичного масла. Это поможет облегчить дыхание, разрушая мокроту. Пятое. Лечит боли. Прикладывание смеси из семян горчицы помогает уменьшить боли и спазмы. Горчица обладает эффектом рубцевания, что вызывает покраснение и, следовательно, при применении в качестве компресса оказывает обезболивающее действие и снимает мышечные боли. Еще один важный момент, который следует учитывать,
заключается в том, что горчичный компресс оказывает эффект нагревания и может вызывать образование пузырей, если его наносить непосредственно на голую кожу. Чтобы этого избежать, между кожей и компрессом следует использовать льняную ткань. Шестое. Защита от бактериальных и грибковых инфекций. Исследования показывают, что горчица содержит антиоксиданты, которые способны защитить нас от инфекций, вызываемых различными бактериями и грибками. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его защитные свойства. Седьмое. Уход за кожей и волосами. Семена горчицы также являются прекрасным косметическим средством. Если эти семена смешать с кунжутным или кокосовым маслом, то такая смесь станет эффективным средством в борьбе с прыщами, а также улучшит цвет лица. В смеси с гелем алоэ вера горчица оказывает увлажняющий эффект на кожу. Кроме того, это богатый источник антиоксидантов, замедляющих процессы старения. С другой стороны, горчичное масло также полезно для волос. Такое масло богато витамином А и жирными кислотами омега-3, которые полезны для роста, силы и общего состояния волос. Восьмое. Способность к снижению холестерина. Листья горчицы обладают огромной способностью к снижению уровня холестерина. Исследование показало, что горчичная зелень обладает удивительной способностью связывать желчные кислоты в пищеварительном тракте, что облегчает выведение этих кислот из организма. Желчные кислоты обычно содержат большое количество холестерина, поэтому в конечном итоге весь процесс помогает снизить уровень холестерина в организме. Еще один заслуживающий внимания факт заключается в том, что приготовленная на пару версия горчичной зелени лучше связывает желчные кислоты по сравнению с сырой версией. Содержащийся в этой зелени витамин В6 предотвращает скопление тромбоцитов и снижает риск образования тромбов. Девятое. Снимает симптомы менопаузы. Зелень горчицы станет очень полезной для женщин в период менопаузы. Магний в соединении с кальцием, который содержится в зелени горчицы, способствует здоровью костей и предотвращает потерю костной массы, связанную с менопаузой. Это помогает восполнить низкое содержание магния в костях и может помочь снизить риск остеопороза у женщин в период менопаузы. Десятое. Кулинарное применение горчицы. И нельзя забывать о том, что главное применение горчицы, конечно же, кулинарное. Она является прекрасным дополнением практически ко всем блюдам. Ее добавляют в салаты, супы и рагу. Также горчичное масло используют для жарки. Даже муку производят из этого продукта. Как же правильно выбрать и хранить горчицу? Выбирая горчичную зелень, следует искать чистые зеленые листья без коричневых пятен. Их можно хранить в полиэтиленовом пакете, и продолжительность такого хранения составит 3-4 дня. Их следует очистить, поместив в прохладную воду на несколько минут, чтобы песок и грязь осели. Повторять эту процедуру следует, пока вода не станет чистой. В продаже можно найти целые сушеные семена или уже в порошкообразном виде. Желательно выбирать органически выращенные семена, чтобы избежать риска радиационного заражения. Порошкообразную и целую форму можно хранить в прохладном темном месте в герметичной упаковке. Порошковая горчица может храниться до 6 месяцев, а целая форма до 1 года. А теперь поговорим о побочных эффектах горчицы. Всегда рекомендуется проявлять осторожность, пробуя что-либо впервые, особенно если оно может вызвать аллергическую реакцию. Горчица как раз является аллергенным продуктом. При нанесении горчицы на кожу следует ее смешивать с каким-либо охлаждающими средствами, например, с кокосовым маслом или гелем алоэ вера. Однако даже перед таким применением лучше проконсультироваться со специалистом. Также употребление сырых семян или листьев горчицы способно вызвать изменения в работе щитовидной железы, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью. Для людей, уже имеющих проблемы с щитовидкой, для предотвращения негативных последствий сырые части растения обязательно нужно подвергать термической обработке, чтобы нейтрализовать аллергенные компоненты. А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Подписавшись на наш канал, вы сможете найти еще больше важных и интересных советов для поддержания своего здоровья. Всем до свидания, до новых встреч!